Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу еще раз поговорить с вами, внести ясность в одной очень наболевшей теме, поскольку очень много высказалось товарищей, которые, как оказалось, прекрасно разбираются в магии, все знают, все понимают. Давайте-ка проясним некоторые моменты. Во-первых, о том, что современные товарищи могу и очень много крадут и присваивают, и переделывают под себя не только у мастеров, но еще и у знаменитых режиссеров. Берут из фильма. Ну, если вы посмотрите, в моих роликах есть образ ведьмы, украденная идея фильма «Наш дом». Немножко по-разному он называется, этот фильм. Ну, в принципе, он в основном называется «Наш дом», если в интернете будете искать. И очень много, особенно мне очень нравится, вот когда прибудет с нами сила. Ну, как бы у этих джедаев бессмертных, да прибудет сила, и да умножится, и да будут не знаю чего еще там дальше. В общем, смешно. Некоторые люди настолько увлекаются этим всем, настолько по всем этим сайтам шастают, настолько это все читают, то, что им абсолютно не нужно, что когда к тебе обращаются, уже начинает говорить: будьте добры, там, проведите диагностику моей кармы, кармических узлов и прочее, прочее. Сидишь уже и думаешь, мне тебя сразу послать или так поэтапно, или по этапу. Знаете почему? Потому что люди, абсолютно ничего не понимая в этом деле, начинают тебе давать советы. Это все равно, что прийти к врачу и советовать ему, как надо резать, шить, какими нитками, сколько должно быть времени, знаешь, операции, сколько там наркозу надо. Ну, в общем, посоветуй всем распределить это дело и лечь под их нож. Дорогие друзья, давайте разберемся. Звучат абсолютно абсурдные вещи насчет того, что колдуны – это те, которые делают злое дело, ведьмы – это те, которые делают доброе дело, маги – это более высшая инстанция. Ну, в общем, чушь несусветную. Давайте-ка разберемся, ладно? Вот пора, я думаю, уже назрел вопрос. Значит, говорю следующее вам, друзья и товарищи. Поскольку я росла на Кавказе, я хочу вам сказать, что я знаю очень-очень много сильных ритуалов, которые проводили мои бабушки, которые я вам, естественно, выставлять не буду. Эти ритуалы очень во многом напоминают вуду. И вуду во многом напоминает кавказскую магию. Есть ритуалы веканской магии, которые очень сильно напоминают кавказскую магию. Есть кавказские ритуалы, которые напоминают веканскую магию. Есть ритуалы русского чернокнижья, которые напоминают вуду. Есть вуду, который напоминает русское чернокнижье. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда-то в древние времена мир взаимодействовал. Например, в Армении есть обсерватории древние, очень древние, более 15 тысяч лет, говорят, и некоторые еще больше. Камни, то, что осталось от обсерватории, да. Есть Стоунхендж в Англии, есть обсерватория в Тибете. Так вот, с космоса это образует треугольник. Говорят, что в древние времена жрецы так передавали друг другу какие-то информации. Очень много всякого заполонило интернет, но суть в том, что у нас у всех общее происхождение, не имеет значения там раскосы у нас глаза или большие голубые глаза или черные волосы и черная кожа, не имеет значения абсолютно. У нас у всех одинаковая генетика. Именно поэтому это говорит о том, что как историк я вам могу сказать, что за период истории человечества, кстати, история человечества насчитывает 5000 лет. До того момента это называется доисторический период, если вы слышали, да? Это тоже истории. Тогда тоже строились крепости, тогда тоже были мелкие государства, тогда тоже были племенные отношения, родоплеменные. Но
Тот период называется доисторическим, поскольку человеческая история начинается с того момента, как появились первые письмена. Неважно, они там были, скажем так, примитивные или не очень развитые, в любом случае это были первые письмена человечества. В основном это клинопись. Цивилизация началась с аккадо-шумерского периода. Если помните знаменитый миф о Гильгамеше, да, это как раз вот тот период. И было великое переселение народов несколько раз за период истории. Переселение. Это именно поэтому корсиканская песня напоминает грузинскую песню, именно поэтому почитание войнахами волка напоминает почитание волка этрусскими племенами. Это римские племена, если вы знаете, да, римский Капитолий, где стоит волчица и прочее. Это говорит о том, что народы все время взаимодействовали. Потом начинается второе великое переселение. Это когда Римская империя начинает расширяться, и народы вынуждены спасаться. Вандалы, вестготы, даки, кстати говоря, да, и их предки, то есть их преемники, их поколения, хотя не называются даками, но в любом случае они существуют, эти народы. Ну, например, если вы хотите узнать, кто такие даки вообще, то это румыны. Когда римляне завоевали Итакию, то назвали маленький Рим, Римочка, Румыния, поскольку на восточном языке Рим как раз звучит как Рум. Румыния, Римочка, маленький наш Рим. Это и есть даки, дорогие друзья. И кельты никуда не исчезли. Они соединились с англосаксонскими племенами и остались и в Великобритании, и в Ирландии, и в ближайших территориях. Вандалы, которым приписывают крушение памятников Рима, на самом деле ничего там не сокрушали. Просто мировая история писали те народы, мировую историю создавали, у которых была письменность, и они могли передать так, как им было нужно, и как им было удобно. Именно поэтому очень много колхидианских легенд было присвоено греками как свое. Понимаете, почему? Потому что народы Колхидии не имели письменности, они не могли прочитать и сказать: знаете, что это наше, отдайте нам обратно. Вот все относительно в истории человечества, да? Но с тех далеких времен народы взаимодействовали. И иногда бывает, что находят, например, череп индоевропейского происхождения человека где-то в далекой Африке, где он никак попасть не мог. Но, оказывается, он там есть. Либо находится там череп азиатского человека где-то на глубинах Кавказа, где он как бы по всем законам истории и археологии быть не мог много тысяч лет назад. Именно так и взаимодействует магия. Она переходит от одного народа к другому, переделывается, заимствуется отсюда, оттуда и прочее. Так вот, речь о том, что колдуны творят зло, а ведьмы творят добро и прочее. Кстати, слово «ведьма» я уже говорила один раз. Во-первых, ведьма не обязательно означает «ведающая матерь». Это кому так удобно, так и говорят. Это не всегда, несколько версий ведьмы на самом деле. И происхождение слова «ведьма» очень неясное до сих пор. С другой стороны, ведьма Ведана, жрица Даны, уже говорила, да, Дана или Дану, матери богини. Так вот, уважаемые друзья, разница только в том, что западные колдуны назывались магами, колдуны среднеевропейские, то есть на территории Руси, да, и ближайших земель назывались ведьмами, ведьмаками. Колдуны Азии, Африки, Востока и Кавказа назывались колдунами. Вот и вся разница. И те, и эти, и другие, и третьи, они все жрецы древнего культа, древних богов. А именно матери богини, начиная с этого. А после уже всех божеств, которым она дала жизнь, и которые у разных народов по-разному называются. Я вам уже говорила,
у разных народов они называются по-разному, но суть их одна. То есть та же самая Фортуна у греков и римлян богиня, точнее у греков богиня щедрости, плодородия, удачи. У римлян она была Юнона, еще ее называли Юнона монета. Потом присоединили эти две ипостаси. Да? У африканских племен это Ошун, богиня любви в том числе, но и удачи. Так что у разных народов ипостаси, но одна и та же богиня. Разницы особо никакой. То, что мы говорим, бесы, черти, демоны и прочие, уважаемые люди, еще раз объясняю, нам просто проще так обращаться, и эти силы уже привыкли за 2000 лет к этим словам. Кроме того, вам проще понять, к каким силам мы обращаемся, чтобы вы их не трогали. Если я вам скажу, что я обращаюсь к силам темных врат, если я вам скажу, что это стражники темных дел, если я вам скажу, что это духи зазеркалья, да, например, вы подумаете, что в этом ничего такого страшного нет, это безобидное дело, влезете в это дело и загубите себя. А когда я вам говорю демоны зазеркалья, когда я вам говорю демоны-стражники, то вы уже настораживаетесь, потому что слово демон – это архетип. То есть это то, что пугает человека. Изначально в его сознании, в мозгу есть такой демон, бес, сатана, это нехорошо. Он боится этого. И это вас удерживает, собственно говоря, от глупости. То есть вы не думаете, что я вызываю там, скажем, духов-стражников, вы понимаете, что я вызываю демона-стражника. Демон и есть дух в переводе с латинского. Даймоны, дух или божество. Одно и то же. Какая разница? Это маленькие башки, духи. Всесильные духи, да? Вот именно поэтому мы пользуемся определенными, можно сказать, терминами. Вот как, знаете, адвокат адвоката понимает, точно так же ведьма понимает ведьму. Почему я назвала так, а не иначе. Так вот, еще раз хочу вам сказать, что разницы никакой нет. Только существа низкого происхождения, абсолютно блистательной тупизмой, могут говорить, что колдуны – это люди, которые имеют дело с низкими какими-то вибрациями. Какими вибрациями? Что за вибрации? Откуда эти вибрации вообще придумали с одного места? Извините за выражение, за резкость. Какие там вибрации? Какие низкие вибрации, высокие вибрации? Послушайте, уважаемые, когда мы вызываем определенную силу, мы и можем низкие вибрации вызвать, если нам надо не особо там сильную вещь сделать, просто напугать вас, например, да, отнять у вас сон. Мы отправляем определенные сущности, которые особо-то не почитаются нами, особо-то не нуждаются в великих пожертвованиях, просто мы их отправляем, ибо имеем над ними власть, силу и можем им приказывать, указывать, делать то, что нам хочется, да. Ну, если считаете это низкими вибрациями, ну, называйте так, но мы работаем с низкими вибрациями, с высокими вибрациями. Это наша жизнь, это наше умение. Так вот, на Западе те, которые колдовали, назывались магами. Слово «ведьма» пришло из среднеевропейских равнин, укрепилось на Западе, тоже начали называть ведьмами людей, которые, ну, женщин в основном, которые колдовали. Но основное название было маги, жрецы, друиды. В древние времена обращались к своим магам, к своим жрецам, к друидам. Это те же самые были колдуны, просто на западный манер, западная школа магии существует, их называли магами. В основном эти люди имели дело с веканской магией, они в основном имели дело с рунами, они в основном имели дело с почитанием северных богов. И я не могу, не берусь, и не смею, и нет такого определения, кто сильнее. Да сильнее тот, кто посвящает этому всю жизнь, понимаете? Если ты всей душой, всем сердцем, всеми знаниями и силой делаешь что-то, да ты можешь хоть из Африки приезжий быть, ты можешь хоть откуда, не имеет значения, это колдовство. Это служение одним и тем же силам. Значит, среднеевропейская равнина называла своих колдунов ведьмаками или ведьмами. Еще раз повторю, это не обязательно ведающая мать. Это имеет глубокие скандинавские корни, потому что очень много, например, имен, имеющие скандинавские корни. Та же самая Ольга, Хельга,
которое означает колдунья, либо факел. Но более склонный к колдунье, почему-то, потому что колдунья, она путеводитель, она показывающая дорогу. Может быть, именно поэтому ее и называли как факел, который показывает, освещает путь человеку, да? И среднее европейское колдовство, то есть магия ведьмы и ведьмаков, оно больше состояло разговор с природой. Посмотрите древнерусские сказки. Ветер, ветрила, там даже вот плач Ярославны, там целый магический, знаете, там трактат выстроен, когда обращается к ветру, когда обращается к Днепру, когда обращается к небесам, к силе какой-то неопределенной, а там языческое песнопение. Такие песнопения были в языческие времена, восхваление богов, сил, духов и прочее. Так вот, русское колдовство, в основном славянское колдовство, оно связано разговор с природой, разговор с силами природы, почитание силы природы, естественно, древнерусских богов и богинь, это понятное дело. Но еще была темная сторона, которая называлась чернение или чернить, то есть делать зло. Но прежде чем чернить, задумывались, стоит ли наказывать человека. Когда пришло христианство, те же самые термины просто переделались. Там, где сказано было во имя Чернобога, было сказано во имя Отца и Сына и прочее. А разницы никакой нет. Все, кто хорошо понимает в магии, в этих христианских заговорах и заклинаниях, между строк прочитает именно языческий элемент тех самых древних заклинаний, которые были. Восток, Африка, Азия, Кавказ называли колдунами. Это общепринятое название, хотя каждый народ на своем месте называл как, по-своему, да. Я уже рассказывала, например, о армянских кахардах. Я уже говорила, что подразделяется несколько там этапов магии армян, предположим. У грузин точно так же. У грузин, например, женщина-ведьма называет ее батону, господин. Почему? Не задумывались, потому что она мужеподобное существо. Она человек, который не нуждается даже в замужестве, в семье. Она мужественна, она сильная. То есть она как мужчина практически. Он обладает такой силой. То есть пытались каким-то образом подчеркнуть ее силу и величие и называли ее батону. Вот, собственно, вся разница. Никакой разницы нету. Магом называют. Просто маги, они уже отошли, и больше присуще это название алхимикам, больше присуще это название таким, знаете, волшебникам из сказок. Поэтому слово маг уже как-то, чрезмерно пережеванное. Сейчас уже начали, значит, самое модное стало ведьма. Ведьма, мы все ведьмы, ведущие мы ведьмы. Как-то смотрела сюжет, как там по всей России показывали. Мы ведущие из Архангельска. Я ведущий из такого-то. Смешно. Вы знаете, дорогие друзья, я следуя законам колдовства, есть такой закон. Не трогай, пока тебя не тронут. Если тебя тронули, откуси руку. Так вот, мне абсолютно неинтересно, кто на сайтах чем занимается, что пишут, что говорят. Мне они не интересны, просто неинтересны. Я не собираюсь на них тратить время. Единственный момент, когда я могу выйти из себя, если меня тронет человек, если своими тупыми мозгами решит обсудить меня, мою работу и вообще ведовство, не имея никакого понятия о ведовстве. Да? Ведовство – это все-таки не кормление птичек, не сажание деревьев. Ведовство – это колдовство. Когда ты видишь работу. Дорогие друзья, алтарь, свечи уже об очень многом говорят о ведающих людях. Понимаете, смотрите мои, видите, уже расплавились, можно сказать. Алтарь, он, если его используют, он постоянно в пятнах от свечей. Понимаете, не может быть человека практикующего, у которого просто вот чистый алтарь, все так по местам стоит. Человек, который
колдует, использует разные направления магии. Ему интересно и это, и то. Он не останавливается на достигнутом. Ему нужно все попробовать посмотреть. И восточную традицию, и западную традицию. Чего только там нет. То есть я хочу вам сказать, что по образу жизни человека можно понять, этот человек колдует или просто делает вид, что он что-то там делает. Так вот, дорогие друзья, нет ведьмы без колдовства. Колдовство – это точно такая же магия, и это точно такое же почитание богов, ничем не отличается. То есть не отличается ни западная, ни восточная магия, ни северная магия, ничем. Нет такого, чтобы вот здесь творили хорошее, там зло, и там, и тут делают и зло, и добро. То есть оно все... Мы пришли в этот мир для того, чтобы внести какое-то равновесие. Теперь давайте о черных, белых, зеленых, красных и, не знаю, китайцах. Значит так, когда я читаю «Приворот без греха», или там «Устраню соперницу без греха», мне такое ощущение, знаете, как если все равно, что написали «Киллер без греха». Работаю киллером без греха. Это одно и то же. Дорогие друзья, нет черных магов, нет белых магов, белых черных ведьм. Это все чушь. Те, которые называют себя белыми магами или вообще белыми ведьмами, или говорят, это белая магия, белое колдовство. Это люди, которые ничего не мыслят в колдовстве. Просто дело в том, что это очень хорошая замануха. Вот повесьте иконы, положите рядом крест, тут же и Таро, там же и Будда сидит в углу где-то, понимаете? И сказать, я именем Господа, как одна умалишенная мне написала, что когда меня посвящали, сама Матерь Богородица вышла мне навстречу, не знаю, что там, кто там ей навстречу вышел. Я не знаю, какие таблетки она принимала перед тем, как посвящаться, конечно, поэтому я не берусь как бы. Всякое есть сейчас, может, спайсы курила. Бывает. Вот. Поэтому это всего лишь замануха. Объясню почему. Потому что, например, мне очень многие много раз думают, прежде чем написать. Боятся меня, я знаю. Мне сегодня одна женщина сказала, ой, вы знаете, я так боялась вам позвонить, я так переживала. Я говорю, слушайте, ну я ж не ем людей. Чего вы боялись? Ну, я могу сказать, не буду я вам помогать, или не хочу, или времени нет, или не обращайтесь ко мне. Ну, я ж не кинусь на вас, не задушу, по крайней мере. Чего меня бояться? А я объясню, почему. Потому что я искренне с вами. Потому что я не сочиняю всякое, я не пытаюсь вам понравиться, я не выставляю Богородицу, там, икону, я не выставляю там какие-то нелепые ключи открывания икон. Я не говорю, что надо и сюда идти, и туда идти, на 2 стульях сидеть. Идите в церкви, отмолитесь, кланяйтесь, потом идите сюда, туда. Я показываю вам истинное настоящее колдовство, которое не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к каким-либо другим религиям. Колдовство, которое первоначальная, изначальная религия человечества, да? Я вам говорю правду. А правда, она не всегда приемлема, она не всегда приятна, иногда страшно, понимаете? Так вот, если бы я поставила себе целью заманить народ, не представляете, какой бы святошей я из себя разыграла. Тут же иконы, тут же карты, тут же взаимоисключающие вещи. То есть карты Таро и верующее лицо супермага. Я сейчас смотрю, вот после моих ритуалов столько повыставили там с крестами, иконами, ритуалы. Ребят, я рада за вас, но лишь бы они сработали. Я эту билиберду, я даже не знаю, что это вообще такое. И все прогнозы дают, и Россия ждет жуткая вещь, и спасет только один человек, то есть я. Ну, намек на себя делают. Вот, Россия будет спасена только одним человеком, и этот человек будет женщина, и у нее будут такие-то волосы, и описывает себя, значит, вот так во всей красе, мол, вот только этот человек спасет Россию от погибели. Никакой погибели не будет, наоборот, вижу, что есть прогресс. Я уже свой прогноз за этот год написала, показала. То есть, понимаете, вот смешно. И люди бегут. Ой, вы знаете, не буду называть. Там одна сказала, что в России будет великий крах. Что вы об этом думаете?
Я говорю, я думаю, что я ничего не думаю, я о всяких шушерах и их каких-то великих предсказаниях ничего не думаю, чтобы сказать, да. Вот. Это замануха просто привлечь. Мы белые маги, ведьмы это великие люди, а колдуны это страшные люди, которые делают черное дело. Да черное дело вы делаете, уважаемые. Я, например, хотя бы, по крайней мере, честно, откровенно говорю, я могу и порчу делать, я могу и хорошо делать. Когда тебе пишет человек, что не посадили, могли 5 лет дать, а не посадили, вообще даже условно не дали. Когда говорит человек, который сходил с ума, что он жив, здоров, у него есть желание жить дальше. Вот колдовство. Я же вам честно, откровенно показываю, да, есть темные силы, я с ними взаимодействую. Я через эти силы могу помочь вам, я могу попросить эти силы уйти из вашей жизни, оставить вас в покое, потому что я колдую, понимаете? И я говорю как есть. Выбор за вами, обращаться ко мне или не обращаться. А когда человек говорит о том, что она творит добро, в то же самое время вводит в заблуждение, говоря о том, что надо сажать орешники, надо делать то-то. Понимаете, я еще раз говорю, там много таких, очень великое множество. Просто на примере одного существа могу там сказать. А в основном их очень много таких существ, понимаете, которые то к Богородице вас призывают, то призывает вам что-то там такое вызвать, то сущность какие-то дома формулировать и вызвать. Как раз они и творят зло, потому что они втягивают народ в такую страшную бездну, потому что им плевать на этот народ, понимаете. Завтра, послезавтра соберут деньги, исчезнут, как исчезали до них всякие ММС и всякие крабовые, всякие такие вот существа. Они исчезнут, их нет. А люди, которые вовлечены будут в эту всю сферу демонизма, вот, которые вызовут определенных духов на свою голову и прочее, вот они будут думать, как из этого вылазить. У них начнется проблема с психикой и прочее. Это и есть зло. Зло во вранье, зло не в правде на самом деле. А что касаемо магии, еще раз говорю, магия точно так же, как и боги, и милосердно, и карающий. Не может быть абсолютного добра и нет абсолютного зла. Если человек изнасиловал 14-летнюю девочку, у нее есть большие связи, он сын прокурора, и его никто не посадит, когда семья получает постоянно угрозы и прочее. В наглую он проезжает мимо. Как вы считаете, наказать такого ублюдка есть зло, по-вашему? Кто вам сказал, что если ведьмы колдуют, то они просто кого попало с улицы хватают и делают им порчи? Такие порчи не сработают. Если человек не заслужил, я всегда говорю, если моя работа получилась, значит, вы это заслужили. Вот и все. Поверьте мне, если человек не виноват, его будут по кругу вести, приведут и помогут выйти из этой ситуации, вытянуть в любом случае. А если виноват, то пострадает. Так вот, дорогие люди, нет белой магии, нет черной магии, магия одна. Магия черная и очень черная, если уж хотите по-честному, да? Темное – это не означает зло. Темное означает закрытость. Темное означает тайные знания, не всем доступные. Колдуны не творители зла. Колдуны – это всего лишь определение тех самых ведьмаков или магов, как вы хотите, просто на восточный манер. Поскольку все перемешалось, то могу себя назвать и так, и сяк, как хотят на самом деле. Это обыкновенное определение, просто определение профессии, определение образа жизни. На Западе называли их магами, на средней европейской территории их называли ведьмами, ведьмаками, на Востоке, в Африке, на Кавказе и Азии их называли колдунами. Вот и вся разница. Занимаются они одним и тем же делом. А какая магия, какая направленность сильнее, я вам скажу, у настоящего мастера и палка стреляет. Сильнее и слабее магии не существует. Можно просто посмотреть на человека, пожелать ему зло,
и у него уже что-то случится, понимаете? И достигают уже ведьмы до такого уже определения уровня, что им достаточно просто мысленно вот представить, как человек избивает, как у него там что-то забирает.